Хотя китайцы после регулировки тиллера? Нет, не тиллера. Пробуждение силы. А не, мы не про это пишем. Для регулировки силы натяжения. Я отхлебну. Мама мыла раму. Вот. Привет. Ты на канале Супер Арбалет. И это третье видео про настройку олимпийского лука. В этой части мы поговорим, как настроить усилие, тиллер, центр-шот и установить полку и седло. Или гнездо, как кому удобнее. Настройка усилия. В том, что я рассказываю, стоит больше ориентироваться на принципы и логику действий. А конкретные значения, что и насколько можно покрутить, лучше смотреть в инструкции к вашему луку. Первым шагом будет замерить то усилие, которое есть. Для этого заряжаем стрелу и растягиваем лук до щелчка кликера. Не лишним будет напомнить, что задаваться вопросом о силе вашего лука стоило до его покупки. Лук позволяет регулировать фунтаж всего лишь в пределах 10%. Вы не получите удовольствия от стрельбы и не научитесь правильно стрелять и попадать, если не подберете верный фунтаж. Приступим к регулировке. Первым шагом ослабляем контрящие винты. Если это цанговые винты, их достаточно слегка отпустить. Если это стопорящие винты, сразу откручиваем их на несколько оборотов. Тетиву также рекомендую снять, чтобы не повредить плечи и резьбу в рукояти. Производители по-разному смотрят на допустимое количество оборотов лимб-болтов. Хоть, например, говорит, что это 6 полных оборотов от максимально затянутого положения. А Вин&Вин говорит, что это по 2 оборота в каждую сторону от заводской установки. Так или иначе, крайние положения регулировки лимб-болтов определяются положением плеч. Отпускать болты можно до тех пор, пока край плеча не пересечет середину болта. А затягивать до тех пор, пока плечо не коснется всей плоскостью головки болта. После регулировки натяжения переходим к регулировке тиллера. Тиллер – это разница значений расстояний от тетивы до верхнего плеча и от тетивы до нижнего плеча. Берем линейку, прикладываем ее вот сюда. Далее нужно покачать линейку и найти самое маленькое значение. Повторяем то же самое на нижнем плече. Смотрим разницу. Тиллер необходимо настраивать, чтобы плечи вашего лука работали равномерно. Стрела, как и упор, находится не по центру лука. Поэтому, если этой разницы не будет, то нагрузка на плечи будет разная. Мы можем почувствовать эту разницу пальцами руки. Чтобы лучше понимать, о чем речь, возьмите лук сильно выше или сильно ниже центра. В первом случае нагрузка будет больше на безымянный палец, во втором на указательный. Оптимальным вариантом настройки тиллера будет, когда нагрузка равномерно распределена по всем пальцам. Для регулировки тиллера снова крутим лимб-болты, так же, как мы это делали для регулировки силы натяжения. Чтобы фунтаж не менялся, можно одно плечо затягивать, а другое отпускать. С другой стороны, фунтаж меняется настолько незначительно, что можно регулировать одно плечо. Диапазон регулировки лежит в пределах от 0 до 1 см. Начать и на этом остановиться можно со среднего значения в полсантиметра. Теперь установим полочку. На классических луках чаще всего полочка просто приклеивается на двусторонний скотч. Для начала вкручиваем плунжер. Затем берем стрелу и клеим полочку таким образом, чтобы стрела проходила через центр плунжера. Обратите внимание, стрелы бывают разного диаметра, и мы настраиваем полочку под конкретный диаметр стрел. Усик должен быть параллелен райзеру или чуть-чуть приподнят, потому что если он будет смотреть вниз, то после щелчка кликера стрела может немного сместиться. После установки полочки настраиваем центр-шот. Заряжаем стрелу и крутим плунжер до тех пор, пока стрела не начнет выглядывать слева от тетивы. Примерно на треть наконечника. Жесткость плунжера на данном этапе не важна. Следующий шаг – установка гнезда. Клеим обычный лейкопластырь или бумажный скотч. Наносим на нем линейку, начиная от перпендикуляра к полочке. А далее просто стреляем через бумагу, поднимая хвостовик, начиная от 0. Или можно намотать временное седло и двигать его по тетиве. Наша задача – получить горизонтальную линию. Как только это получилось, отмечаем положение хвостовика и мотаем постоянное седло. Также вместо бумажного теста можно использовать голую стрелу, стреляя в тире на 18 метров.
Меняем положение хвостовика до тех пор, пока голая стрела не начнет прилетать туда же, куда и оперенная. Или чуть выше. А на сегодня это все. Понравилось вам видео, не понравилось вам видео, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Пока!